Здравствуйте! Конечно же, эта практика очень положительно повлияет на нашу кожу. Потому что кожа — это самый большой наш орган. Там много капилляров, которые не работают, много пор, которые должны дышать, но они не дышат. И в целом кожа — это такой очень важный инструмент, и на него будет оказано влияние в этой практике. Но мы с вами будем говорить не о физической коже. В основном эта практика направлена на наши границы энергетического нашего тела. Это практически та же кожа. И мы имеем основную задачу на начальном этапе — это истончить, как можно прозрачнее сделать границу между нами и окружающей энергетической средой. Для того, чтобы мы лучше коммуницировали, лучше набирали, лучше происходил энергообмен с окружающей средой. На это направлена сегодняшняя практика. Что мы будем делать? Мы рассмотрим целых 4 способа энергетического дыхания, дыхания энергии, через поверхность своего, назовем это энергетической кожей, или просто будем говорить кожа. Первый способ — это вы вдыхаете хорошую энергию в какой-либо орган, который вас беспокоит, какой-нибудь больной орган, условно там в почку. Делаете вдох и выдох. Вдыхаете хорошую энергию, ту, которая полезна вашему органу. Выдыхаете отработанную больную энергию. Как найти ту энергию, которая вам нужна? Просто имейте намерение, что вы хотите, чтобы в ваш орган пришла та энергия, которая нужна вам. Это вопрос вашего настроя, вашей воли. Это может не сразу получаться будет, но со временем вы будете легко достигать той энергии, которая вам нужна. Назначьте или определите орган, которым вы будете заниматься, у каждого свой может быть. Если у кого-то вообще ничего не болит, такие люди бывают, то назначьте тот, который хотите, чтобы работал еще лучше. Хорошо, давайте начинать. Смотрим на свое тело, на физическое тело, от макушки до стоп, своим внутренним взором, как сканером пройдите. Почувствуйте кожу свою, физическую. Особое внимание уделите спине, затылку, потому что мы реже осознаем этот участок тела. Хорошо, и до самых стоп пройдите и почувствуйте, что ваше тело, вот оно есть. Теперь совпадающее с физическим телом, может быть на 1 сантиметр больше выступает, имеется ваше энергетическое тело. И осознайте его, увидьте или представьте пока, если не получается. И попробуйте переместить свое осознание, свою точку, откуда вы смотрите на все, в энергетический аспект. Ваше физическое тело сейчас вторично станет. В первую очередь это энергия, энергетическое тело и окружающее энергетическое пространство. Если его не видите, то просто понимайте, что оно есть, и мы с ним будем работать. Хорошо. Теперь посмотрите у себя внутри вашего энергетического тела тот энергетический образ вашего проблемного органа, которым будем заниматься. Увидьте его. Или просто обозначьте, где он есть. Теперь все тело становится больше, больше, растягивается ваша граница во все стороны. Больше, еще больше. Пускай оно станет таким большим, что выйдет за пределы вашей территории, где вы находитесь. Больше, еще больше, еще больше. Вы как гигантская статуя энергетическая, выше всего вашего города, вашей местности.
так, что облака оказались где-то внизу. До такой степени станьте большими. И ваша граница активизировалась и истончилась. И представьте себе, что везде открылись как окошки, как поры, такие, как, не знаю, как двери или как у рыбы, которая дышит водой, ртом так открылась. Все пускай откроется. Еще раз посмотрите на свой орган. И теперь соберите хорошую энергию для вашего органа и делаем вдох, и через все тело втягиваем в этот орган эту энергию. Входит, входит. И это совпадает с физическим вдохом. И теперь резкий выдох в окружающее пространство вашей плохой энергии, ненужной для вашего органа. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Идет энергия сверху, снизу, со всех сторон. Выдох. И еще раз вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Далеко в пространство. Выдох. Хорошо, возвращаемся. То, что вы выдыхаете свою плохую энергию, ничего страшного. Не бывает плохой или хорошей энергии. Бывает та, которая полезна для вашего органа или не полезна. Если что-то вам не полезно, то другому кому-нибудь, другой структуре какой-нибудь будет полезно. Например, деревья очень любят нашу отработанную энергию печени. Особенно сосна любит. А ее отработанная энергия очень полезна для нашей печени. Проходит такой энергообмен. Если у кого-то проблемы с печенью, то если вы переночуете в палатке в сосновом бору, то у вас это будет намного лучше. Подсказка: лучше это делать где-то, когда пробуждаются деревья. В конце марта, апреля, когда деревья пробуждаются, становятся очень активными, тогда это хорошо печень чистить. Следующий способ дышать. Теперь мы будем не просто вдыхать энергию отовсюду, а будем ее вдыхать и помещать в наш шар, в сядантяне. А потом из шара подавать в ваш орган, да? В тот орган, которым мы занимаемся. То получается, что мы энергию сырую, хорошую, но сырую, забираем в шар, а он у нас активный, и он поднимает вибрации этой энергии, мы подаем в орган. И орган получает еще лучшую энергию. А потом вовне, не в шар, а вовне мы делаем выдох отработанной энергии. Немножко сложнее. Давайте. Снова сядем. Смотрим нашу. Увидите, что вы очень большая фигура, веганская. Еще раз сделайте больше себя, чтобы все это активизировалось. Смотрим в сядантянь. Делаем шар больше. Больше. Выводим его до размера теннисного мячика. Пускай таким будет. Увидите, что он красный, горячий, активный. Увидите свой орган, с которым работаем. И делаем вдох, и всю энергию собираем в шар. И она перетекает в орган ваш. Выдох. Вдох, в шар, перетекает в орган, из органа выдох. Снова вдох. Выдох.
Снова вдох. Смотрим, как энергия перетекает в орган из шара. Выдох. Вдох. Выдох. Это второй способ. Можно его модифицировать. Можно, например, делать вдох в шар, а потом выдох из шара в ваш орган и потом дальше за органы. Эта хорошая энергия выдавливает из вашего органа плохую энергию. Тут уже как можно применить творчество. Но принцип такой. И главный принцип это, чем проще вам это визуализировать и этим заниматься, тем лучше. Третий способ. Третий способ самый простенький. И он самый такой любимый всеми. Это уже не будет касаться оздоровления органов. Мы будем просто активизировать наши границы, улучшать работу нашей вот этой чувствительности нашей, повышать нашу чувствительность. Мы будем просто внутрь себя, внутрь энергетического нашего массива делать вдох и выдох. Вдох и выдох. Проходимость энергии и работа с энергией увеличивается сейчас. Давайте попробуем. Еще раз посмотрите на свое тело. Еще раз посмотрите на эти поры открытые, вибрирующие. Посмотрите, что они у вас сзади, в спине есть, в затылке, наверху, слева, справа, в ногах, ягодицах. Везде все открыто, везде активно. И отовсюду делаем вдох, выдох, вдох. Все совпадает, может совпадать с физическим вдохом. Выдох, вдох, выдох. Вдох, выдох. Хорошо, возвращаемся. Если так работать хотя бы минут 15, то очень активно все становится. Пока я пишу это видео, у меня вся кожа аж стала гореть, и вообще вся поверхность горит. Сильная энергетика такая. Четвертый способ. Четвертый способ. Мы будем набирать энергию. Будем делать вдох в наш шар и оставлять энергию там. Так как это совпадает с нашим физическим вдохом, мы будем делать вдох, а потом физический выдох. Вдох в шар, выдох. Это один из способов набора энергии. И эффективность его зависит, конечно, во-первых, от активности вашей поверхности, насколько она пропускает. А еще, что очень важно, от того места, где вы этим занимаетесь. Если вы занимаетесь в обычном месте, то результат будет обычный. А если вы попали в какое-то место силы или там, где все активно, и вам очень нравится такое внутреннее хорошее состояние, берете, дышите и набираете эту энергию. Давайте попробуем. Еще раз все посмотрите. Увидите свой шар активный. И в него делаем вдох и физический выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Хорошо, возвращайтесь. По завершению практики не забудьте шар сделать маленьким, плотным и убрать его в сядантяне, хранить в сядантяне. Этот четвертый способ хорош, знаете, еще чем хорош, тем, что вы становитесь как будто бы напитанными этой энергией. Похоже на человека, который много покушал и его так в сон тянет. И когда так вот набираешь много энергии, то вы становитесь очень спокойными и такими
насыщенными энергией. И в этот момент ум начинает все больше и больше успокаиваться. Как у наевшегося человека его тоже так в сон тянет, потому что ум успокаивается, кровь к желудку приливает. А здесь другое, здесь так много энергии, что почему-то становится таким все тихим и спокойным. Один из способов. А если мы в дальнейшем, когда будем работать с областью шандантянь, с верхним датянем, если будет шар там, и таким способом дышать, то ум успокаивается практически мгновенно, через 2-3 вдоха. Хорошо. Вот 4 способа дыхания, и их можно применять в том или ином случае, в зависимости от того, что вам нужно, какая задача. Полечиться, набрать энергию или просто стать таким чувствительным, то выбирайте сами. 15-20 минут такой практики — это вполне себе хорошо. И в результате этой практики все равно активизируется наше физическое тело. И наша физическая кожа становится намного лучше. Она становится... Там начинает кровоснабжение усиливаться. И капилляры, те, которые закрыты, у нас на самом деле капилляров намного больше, чем у нас объем крови, потому что у нас есть какие-то резервные. В случае аварии какой-то резервный включается. Но с годами они все больше усыхают, потому что ими не работаешь, они усыхают. И кожа становится в возрасте сухой и такой неэластичной. И в этом упражнении усиливается кровоток периферийный, увеличивается количество задействованных капилляров, они просыпаются и, в общем-то, как-то все так оживает. Точно так же, как и наше первое подготовительное упражнение, когда мы задерживаем дыхание, тоже усиливает этот процесс. В общем, потихонечку наше тело тоже приходит в порядок. Хорошо. Всего доброго вам, хорошей практики. Увидимся.